чашу блендера отправляю муку 300 грамм. Сахар 120 грамм. И сливочное масло 100 грамм. Такое оно у меня холодное из холодильника, нарезанное. Можно натереть на терке и сделать это тесто вручную. Это тесто штрезель, крошка. Очень-очень вкусное тесто получается. Так его приготовить очень быстро, моментально. Все перемешиваю. Буквально несколько минут, тесто готово. 3 минуты достаточно. Смотрите, какой получается. Вручную сложно добиться такой консистенции мелкой. Можно добавить пол чайной ложки соли. Тогда вкус будет более интересный у теста. Теперь эту крошку можно выпекать. Крошку отпекать буду в духовке. Она мне уже разогрета до 200 градусов. Духовка разогрета до 200 градусов. Отправляю в духовку минут на 15. Крошка готова. Выпекалась 15 минут. Такая она у меня получилась. Такие крупные можно разбить лопаткой. Крупные кусочки. Переложила крошку с противня на блюдо. И она у меня уже почти холодная. Заварной крем для торта. 2 яйца, чуть-чуть соли, сахар 150 грамм, ванилин половина чайной ложки, кукурузный крахмал 2 столовые ложки с горкой, и сметана любой жирности. У меня 15% магазинная. Ставлю на плиту. Как только крем поставили на плиту на средний нагрев, никуда от крема не отходим. Крем нужно постоянно помешивать, особенно на сметане. Он может пригореть, и тогда крем будет испорчен. Крем начинает густеть, значит скоро закипит. Продолжаю интенсивно помешивать, особенно по краям сотейника. Крем закипел, сразу выключаю нагрев, но продолжаю помешивать, потому что крем еще варится. И снимаю с плиты. Смотрите, он у меня не пригорел. Поставила в миску с холодной водой, чтобы крем быстрее остыл. Сливки 33% жирности взбиваю 300 грамм. Сначала на небольших оборотах миксера, а затем на максимальных, когда сливки немножко увеличатся в объеме. И теперь нужно объединить эти два крема. Заварной крем он уже остыл у меня. Крем готов. Он получается не такой жирный, как со сливочным маслом, и очень-очень вкусный. Торт буду собирать размером 24 сантиметра диаметром.
Можете собирать уже, тогда он будет выше. Но немножко намажу кремом. Всю крошку разделила на 3 равные части. У меня будет 3 слоя. Распределила первый слой крошки. Размер торта немножко уменьшила до 22 сантиметров. Слишком тонкие слои получаются. Сильно крошку я не утрамбовываю, чтобы она немножко пропиталась кремом. И крем тоже разделила на 3 равные части. Смотрите, какой красивый крем получился. Крема много, распределять удобно. И снова крошка. Так, просто разбрасываю ее сверху. Снова крем. Сделала такой небольшой узор сверху, и торт отправляется в холодильник на несколько часов. Торт постоял ночь в холодильнике. Посмотрите, получился настоящий айсберг. Я попробовала торт. Очень вкусный песочный тортик. Крем, ну просто восторг. Тесто, крошка очень нежная, просто тает во рту. А вместе с кремом обалденно вкусно. Приготовьте, если вы никогда не готовили такой торт, приготовьте хотя бы раз. И вы будете в полном восторге. Очень вкусный тортик.